Дроны в небе над приграничьем. Объявлено полное развертывание вооружения. Белорусская граница закроется полностью. Президент объявил об этом официально. У Лукашенко страшные проблемы с памятью? Или как объяснить, что он сначала насильно выгнал человека из страны, а теперь объявил его в розыск? Страшный приговор за защиту языка. Что известно по резонансному делу депутата в Беларуси? Состоятся ли выборы? Давление Минска и Москвы усиливается. Здравствуйте, Нехта Плюс приглашает своих постоянных и новых зрителей на выпуск новостей. Логика уровня Лукашенко. Сами вытолкали из страны, а теперь объявили в розыск. Похоже, одно только имя лауреата Нобелевской премии мира и руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого продолжает вызывать у силовиков холодный пот. Карточка с его данными, а также блогера Миколы Дедка уже красуется и в базе розыска МВД Российской Федерации. Там указано, что МВД Беларуси разыскивает Олеся Беляцкого по уголовной статье, но какой именно не говорится. Он объявлен в розыск в августе этого года. Также в перечне оказалась фамилия другого экс-политзаключенного, освобожденного в прошлом году. Олесь Беляцкий был задержан в июле 2021 года. В 2022 основатель правозащитного центра «Весна» стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с российским правозащитным центром «Мемориал» и украинским центром гражданских свобод. В марте 2023 суд приговорил Беляцкого к 10 годам лишения свободы. В конце 2025 года в рамках белорусско-американских переговоров его выпустили из колонии и вывезли насильно из страны. Сейчас Олесь Беляцкий живет в стране Европейского Союза. Церемония прощания с Александром Миленкевичем состоится в Варшаве 22 августа 2026 года. В 10:00 архикафедральный собор святого Иоанна Крестителя на улице Свинтоянская, 8 примет первых посетителей. В полдень святая месса в архикафедральном соборе святого Иоанна Крестителя. Погребение начнется в 15 часов на военном кладбище Повонский, улица Повонсковская, 43-45. Супруга политика Инна Кулей приглашает всех, кто посчитает долгом почтить память Александра Миленкевича. На Повонсках годно. Так и мусило быть, написала в комментарии к этому сообщению белорусская поэтесса, писательница, сценаристка и телеведущая Валерина Кустова. В Латвии судят за то, что в Беларуси приветствуется и даже насаждается. Бывшему депутату Латвийского Сейма Алексею Росликову относительно повезло. Суд против беглого депутата был закрытым, и он пока не узнал свою участь, но догадывается. То немножечко не в контексте. Я сегодня нахожусь в розыске и в вынужденной ссылке в Республике Беларусь. У меня статья за разжигание межнациональной розни, за то, что я защищаю русский язык. И была статья в поддержку России. Мы братский, дружеский народ, и я буду всегда выступать за то, чтобы у нас с ними были самые лучшие дружеские отношения. Давайте, ребята, откровенно. Сегодня суд не примет решение пустить меня домой. И сегодня для них пустить меня домой означает проиграть. Ну, давайте честно. Суд пускай сегодня меня не пускает. Ерунда. Сегодня состоялся суд по делу Алексея Росликова об изменении меры пресечения. Суд был закрытым. И вот это меня, знаете, действительно возмущает. Речь идет о публичном политике. Почему общество не должно знать, что с ним происходит? А знаете, есть еще один интересный момент. Адвокаты отказались защищать Алексея. Если это обычное уголовное дело, покажите обществу просто прозрачность. А если это политическое преследование, ну так об этом и скажите. Росликов в итоге получил ровно то, за что так искренне хвалят авторитарные методы белорусского режима. Закрытый суд, отношение к нелояльному гражданину как к помехе и прозрачный намек на то, что в этой стране его больше видеть не хотят. Только теперь все это происходит самим пропагандистам. Главный ироничный поворот этой истории в том, что на практике латвиец столкнулся со стандартной юридической процедурой правового государства, от которой сам избежал. Росликов не был выдворен из Латвии. Получив разрешение выехать в Швейцарию под подпиской о невыезде, он нарушил меру пресечения и убежал в Минск. Рижский городской суд должен был заключить его под стражу именно из-за уклонения от следствия и неявки на заседание по уголовному делу о разжигании национальной розни. Рижская дума лишила его депутатского мандата за систематические прогулы заседаний, а не по решению спецслужб. Ранее в этом месяце Алексей Росликов заявлял: «Дешевое отопление для Латвии. Я могу это сделать. Я договорился с белорусскими братьями по вопросу гранул и пеллетов. Беларусь готова дать хорошую цену – 100 евро за тонну, хотя прекрасно знает, что это чистой воды популизм. Импорт белорусской древесины и гранул в страны ЕС находится под прямыми санкциями, поэтому законно ввести их в Латвию невозможно ни по 100, ни даже по 10 евро». Сегодня Росликов превратился в очередного звездного спикера белорусской пропаганды.
Минск и Москва пытаются разыграть привычную карту и выставить власти Латвии бессильными перед миграционным давлением с целью хоть как-то повлиять на парламентские выборы в Сейм страны, которые запланированы на 3 октября. Однако в Риге расклады читают наперед. Речь идет не о коллапсе всей пограничной инфраструктуры, а о банальной нехватке рук для оперативного перехвата нарушителей. Дефицит в 200 касок. Заборы и камеры – это отлично, но когда на перехват группы из 20 нелегалов выходят 2 пограничников, технике нужна живая сила. До конца года латвийско-белорусскую границу полностью закроют умной электроникой и датчиками, но без мобильных групп реагирования ни один забор сам по себе задерживать провокаторов не сможет. КПП по Терниеке вновь на грани закрытия. Единственный работающий пункт пропуска уже приостанавливал работу. Власти Латвии оставляют за собой право полностью перекрыть его в любой момент, если провокации режима продолжатся. И президент страны Эдгарс Ринкевичс об этом уже заявил официально. Ну а пока Лукашенко снится абсолютное оружие и он гордится отечественными разработками, Латвия поднимает дроны, от производства которых в Беларуси отказались. Силовики в Минске судорожно пытаются угадать, откуда готовится нападение, и латвийская граница превратилась в зону повышенной аэроактивности в это время. Государственная пропаганда и российские агентства наперебой цитируют источники из авиадиспетчерских служб ЕС. «Пингвин С в небе». Латвия сегодня запустила над приграничными районами разведывательные БПЛА на высоте около 2 километров. Эти птички предназначены для наблюдения за движением и мониторингом обстановки, как раз, чтобы отслеживать сюрпризы со стороны режима Лукашенко. Подобные полеты фиксируются уже регулярно. Аналогичная активность наблюдалась 31 июля и 4 августа. Причем в конце июля это совпало со слухами и заявлениями латвийских властей о возможном перекрытии границы. В Риге открыто признают дефицит радаров и систем противодействия БПЛА на границе, но обещают развернуть все необходимое оборудование вдоль рубежей с РФ и РБ уже к концу сентября. На этом фоне заявление Лукашенко о необходимости создать абсолютное оружие против дронов выглядит особенно комично. Пока режим фантазирует о супертехнологиях, граница НАТО мониторится в режиме реального времени. Беглый блогер Антанас Кондротас по прозвищу Целофанос, искавший тихую гавань у белорусского режима, оказался в сложной правовой ситуации. Попытка укрыться в Минске не остановила юридический процесс в Литве. Минюст страны уже направил в Беларусь официальный запрос на выдачу Кондротаса. Ранее Каунасский окружной суд выписал на него европейский орден на арест, чтобы обеспечить исполнение вступивших в силу судебных решений. Реальный срок за финансовые махинации Антанас Кондротас получил от апелляционного суда, приговорившего блогера к 3,5 годам лишения свободы. Этот приговор вступил в законную силу. Подсудимый продолжает участвовать и в других литовских судах также дистанционно, потому что судебный хвост продолжает расти. За нападение на общественного деятеля Валдаса Барткевичуса, удар по лицу, прокурор просит добавить к его сроку еще 7 месяцев тюрьмы. Вердикт озвучат в сентябре. А за разжигание ненависти по признаку сексуальной ориентации в отношении экс-депутата Томаса Витаутаса Раскевичуса суд уже назначил ему 1 год лишения свободы, но решение может быть еще обжаловано. История Целофаноса стала очередным примером того зеркального отражения белорусской политики, только в отношении не уголовных преступников, а всего лишь оппонентов власти. Однако у Лукашенко все одно. Именно поэтому Минск тянет с ответом на запрос об экстрадиции. Минюст Литвы подчеркивает, бегство в другую страну не должно становиться способом избежать наказания за реальные преступления. Стало известно имя задержанного в Беларуси литовского бизнесмена. Литовец, руководивший одним из крупных предприятий по переработке древесины в Беларуси, был задержан в июне и сразу заключен под стражу, как сообщило радио ЛРТ. Витаутас Сланкаускас работал руководителем внутреннего аудита в компании с австрийским капиталом «Белакон» в Беларуси. Ранее он в течение 3 лет возглавлял эту компанию. Министерство иностранных дел подтвердило радио ЛРТ, что посольство Литвы в Беларуси было проинформировано о задержании. Более подробной информации министерство не предоставляет, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь людей. Австрийские инвесторы из Tender Group наняли литовца благодаря его опыту руководства строительством крупных заводов как в Литве, так и в Беларуси. Сланкаускас работал на построенном литовцами заводе Мебелейн в Беларуси. По данным ЛРТ, гражданину Литвы предъявили обвинения в поставках бракованных деталей в Россию и Беларусь. Известно, что деревообрабатывающую промышленность в Беларуси Лукашенко контролирует лично, а многие предприятия с частным капиталом уже были отобраны государством. Политолог Витис Юрконис говорит, что это не первый случай заключения под стражу литовского бизнесмена, работающего в Беларуси, поэтому, по его словам, каждый должен оценивать существующие риски. Не первый и, боюсь, не последний
последний случай не имеет значения, какого капитала компания и каким является этот бизнес. Здесь никто не может защитить, потому что Беларусь — это не правовое государство. Министерство иностранных дел в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Литовской Республики не ездить в Беларусь, а тем, кто сейчас находится в стране, незамедлительно покинуть ее. Вы смотрели новости Беларуси и связанные с ней тематики. Если вас интересует такой контент, то подписывайтесь, пожалуйста, и комментируйте события, которые, как видим, в пределах только режимного государства уже не вмещаются. Лайки и репосты помогут больше знать о современной Беларуси. Власти, которые считают, что они все врут, и нужно приехать туда, чтобы все увидеть своими глазами. Но исходя из озвученных сегодня тем, посоветуем, лучше не стоит. Благодарим за внимание, ждем вас утром на канале Нехта Плюс. Будьте здоровы!